Всех приветствую на моем канале. Сегодня я вам расскажу способ набора петель. И неважно, как вы вяжете, в круговую или поворотными рядами. Сегодня разберем все эти случаи. Огромный плюс этого метода в том, что вам не надо отдельно изучать, как набрать петли для резинки 2 на 2 или для резинки 1 на 1. Этот метод практически одинаков. Есть одно небольшое отличие, которое я вам уже дальше по ходу видео покажу. Метод эластичный. Посмотрите, как хорошо растягивается манжет или, допустим, горло у свитера. При этом край хорошо держит форму. Еще большой плюс этого метода — круговое вязание, и не видно стыка рядов. Посмотрите, какой получается красивый край наборный, как при итальянском, но при этом такой набор петель выполняется намного проще. Посмотрите, вот ниточка, вот начало ряда. Видите, какой стык ряда? Абсолютно незаметный. Еще один плюс этого метода в том, что набор петель идет от одной нити. То есть у вас никогда не случится ситуации в том, что вы оставили слишком короткий хвост для набора петель, или наоборот он получился чересчур длинным. Вы всегда можете самостоятельно решить, какой вам нужен хвост, вплоть до миллиметра. Еще раз вот вам покажу резинку 2 на 2. Также посмотрите, эластичный край. Очень хорошо держит форму. Восстанавливается обратно в первоначальный вид. Метод выглядит одинаково с обоих сторон, хоть с лицевой, хоть с изнаночной. Для такого набора петель нам необходимо взять спицы, которые будут на размер меньше тех спиц, которыми вы будете вязать резинку. Это касается и поворотного, и кругового вязания. Начнем с поворотного вязания. Количество петель, которые мы будем набирать, должно быть в 2 раза меньше необходимого вам. То есть, к примеру, если ваша резинка должна составлять 20 петель плюс 2 кромочные, то есть всего 22 петли, то мы эти 22 петли делим пополам, получаем 11. И набрать нам нужно будет 11 петель. Набор петель будем производить на цепочку из воздушных петель. Набираем воздушных петель чуть больше необходимого. Поворачиваем воздушную цепочку вот так изнанкой кверху, и по изнаночной стороне здесь имеются вот такие вот как протяжки. Вот под них и будем набирать петли. От края отступаю несколько воздушных петель. Подхватываю протяжку, рабочую нить и просто протягиваю ее под эту протяжку. Это будет наша первая петля. И таким образом я набираю 11 петель. Разворачиваем наше вязание и вяжем 4 ряда лицевой глади. Я выполнила 4 ряда лицевой глади. Вот что получилось. По воздушной цепочке образовались вот такие протяжки из нашей основной нити. Теперь мы формируем сам красивый край изделия. Для этого мы наше вязание сворачиваем пополам. И вот он образуется, красивый, идеальный край. Дальше снимаем кромочную петлю. Теперь смотрим на нашу воздушную цепочку и подхватываем вот эту первую протяжку из голубой нити. И провязываю изнаночной. Если это резинка 1 на 1, то дальше вяжу лицевую со спицы. Вновь обращаюсь к нашим протяжкам, подхватываю следующую протяжку, провязываю ее изнаночной. То есть все протяжки, которые у нас образовались на воздушной цепочке, отвечают за изнаночные петли. И затем со спицы лицевую петлю. Дальше, если у нас нужна резинка 2 на 2, тогда мы будем вязать 2 подряд изнаночные. То есть смотрите, подхватила одну протяжку, вяжу изнаночной и сразу же вторую.
И тоже провязываю изнаночной. Затем нужно 2 лицевые, и я со спицы провязываю 2 лицевые. И таким образом будет получаться резинка 2 на 2. Вяжем так до конца ряда нужную нам резинку. Я продолжила вязание резинкой 1 на 1. У меня на спице осталась последняя петля. Здесь у меня провязана лицевая. Подхватываю последнюю протяжку. Провязываю ее изнаночной. Затем последнюю петлю ввяжу лицевой. И еще одну последнюю петлю я должна буду набрать под наш остаточек из рабочей нити. Просто придерживаю остаток рабочей нити, подвела под него спицу и выполняю изнаночную. Дальше, чтобы эта петля у меня не соскочила, нужно просто-напросто вот этот остаточек рабочей нити закрепить. Сейчас мы сначала уберем нашу воздушную цепочку и закрепим остаток рабочей нити. Воздушную цепочку нужно просто распустить. Если она где-то застопорилась, то нужно ее выдернуть. Возвращаемся к нашему кончику. И просто вот здесь под край заводим спицу и протаскиваем его. Посмотрите, количество петель удвоилось, и оно сейчас стало равно 22. Дальше мы уже берем спицы, которыми собрались вязать резинку, и вяжем резинку либо 2 на 2, либо 1 на 1. Для вязания по кругу в точности также набираем количество петель в 2 раза меньшее, берем воздушную цепочку и начинаем набор петель. Я набрала всего 18 петель, распределила их на 3 спицы. Можете распределять на 4, если вам удобнее. И начинаем вязать в круговую, также 4 ряда лицевой глади. Четыре ряда лицевой глади готовы. Теперь мы точно так же подворачиваем край. И начинаем выполнять резинку либо 1 на 1, либо 2 на 2. Подхватываем левой спицей первую протяжку на воздушной цепочке. И выполняем ее изнаночной. Затем петлю со спицы лицевой. Я уже практически провязала весь ряд до конца. Посмотрите, у меня осталась последняя лицевая петля этого ряда. Сейчас по рисунку мне нужно взять изнаночную. При круговом вязании мы под хвостик набирать петли не будем. Посмотрите, где расположена последняя петля. Протяжка, вот хвостик. И вот рядом с ним. Вот она протяжка. Последнюю протяжку я провязываю также изнаночной. Петля со спицы лицевой. Начали мы ряд с изнаночной петли, закончили лицевой. И получилась резинка. То есть здесь точно так же, если бы мы подхватывали 2 протяжки подряд, а потом бы 2 петли вязали лицевой со спицы, получилась бы резинка 2 на 2. Дальше мы уже берем спицы, которыми собрались вязать резинку, и
вяжем резинку либо 2 на 2, либо 1 на 1. Вот он, красивый наборный край, где не видно даже стыка рядов. Видите, все уголки какие красивые и аккуратные. Сейчас нужно точно так же распустить воздушную цепочку, как и при поворотном вязании. На этом у меня все. Если вам такой способ набора показался простым и доступным, то не забудьте поставить лайк, делитесь с друзьями этим видео. До скорых встреч, всем пока-пока!